Говорят, что тьма живет в каждом из нас. Она коренится глубоко внутри, в самых темных закоулках души, куда попросту не может проникнуть свет. А что произойдет, если эту тьму выпустить наружу? Волю судьбы в этом выпал шанс убедиться молодому человеку, получившему, как ему казалось, лакомый кусок. Старинный внушительный особняк по выгодной цене. Вот только под оберткой обнаружился не шоколад, а давно прогнившая смесь ужаса и кошмаров. И древние чудовища пробудились от долгого сна. При партнерстве онлайн-магазина Продавито. Все права защищены. Предложения магазина Продавито не являются публичной офертой. По всем возникающим вопросам вы вправе обратиться на горячую линию магазина по телефону. Стоп, по внутриигровому телефону вы можете звонить только своим знакомым. Тогда извините, ничем не можем вам помочь. Мистеру В требовалось отыскать старинный американский артефакт в гробнице, расположенной в Сильвадораде. Но он решил не тратить время на поездку и вместо этого обратился в онлайн-магазин Продавито. Продавито – быстрый и надежный помощник в поиске любых товаров. Продавито помог мне найти нужный артефакт и доставить его к самому порогу. Я всегда пользуюсь только Продавито, потому что на Продавито есть все. Артефакт, о котором говорили неживые дамочки, был в руках у мистера В. Поэтому перед ним встала дилемма – довериться им и уничтожить реликвию, или все-таки нет. Как сказала леди Агнесса: когда луна взойдет на западе, а солнце сядет на востоке, когда зажжется круг свечей, осветив лик смерти, когда старинный артефакт покажет силу во время ритуала, сгину я прочь из этого дома. Когда старинный артефакт покажет силу во время ритуала. Тебе удалось отыскать артефакт? Я заказал его через Продавито. О, я тоже заказываю товары через Продавито. Вышивка, свечи, пакеты крови. Там столько всего. И быстрая доставка. Ну что ж, а теперь пришло время избавиться. От нее, от моей создательницы. Она слаба, и я не вижу ее с нами. Давай покончим с этим. Мистер В расчистил комнату от старых вещей. Как хорошо, что на чердаке сохранился стол для проведения ритуала и хрустальный шар, которыми в XVIII веке пользовалась сама Агнесса. Ну о каком лике говорила леди Агнесса? И лишь когда мистер В зажег свечи, то на стене вдруг проступил тот самый лик. Мистер В начал ритуал. Я изгоняю тебя из этого дома. Остановись! Дело было сделано. Можно ли сказать, что призраки прошлого покинули это место? Что ж, посмотрим. Жизнь мистера В возвращалась в прежнее русло. Наконец-то он снова мог заняться тем, что умел лучше всего. Но иногда, в тот самый момент, когда все дела оказались завершены, вы все равно чувствуете какое-то беспокойство. Внутренний голос словно нашептывает, будто что-то не так. Но что? Съемки фильма были завершены.
Персонал, обрадованный перерывом, бросился в кафетерий. Актеры разошлись по гримеркам. Креативный директор был доволен результатом. Теперь предстояла сложная работа монтажа, но это ничего. Совсем скоро фильм поступит в прокат и наделает много шума. А креативный директор наверняка получит Оскар за лучший оригинальный сценарий. Анжела тихо закипала. Внутри нее словно росла грозовая туча, готовая вот-вот разразиться молниями с мощными электрическими разрядами. Но в голове уже зрел план. Нельзя допустить, чтобы этот абсурдный фильм, нагло перевравший всю оригинальную историю, вышел на большой экран. Нельзя. Но, кажется, Анжела знала, что делать. Всем большой привет, дорогие друзья! Привет! С вами Стас. И Лёша. И мы продолжаем наш челлендж «Построй свой город», и это последняя серия на неделе с начинающей актрисой Джо Пауэр. Ну что ж, фильм почти снят и почти готов. Точнее, снят уже. Да, он снят, но он еще почти... Ждем, вот когда он выйдет на экран. Не совсем готов, да, остался еще монтаж, соединить все эти части воедино и так далее, и уже выпустить на широкий экран. Как вам последняя часть и неожиданная концовка? И как тебе, кстати? Очень интересно придумали в Plumbook Pictures, мне кажется. Это вообще такие неожиданные повороты. А мне очень нравится. Я буду болеть только за этот фильм на церемонии Оскара. Надеюсь, именно он получит эту премию. Я тоже очень Да, надеюсь. но вот с моим мнением явно не согласна Анжела. И вот она как-то не очень довольна результатом. И кажется, у нее вот назрел какой-то план. Какой интересно, вот посмотрим. Посмотрим, что она придумает. Ну а сейчас мы возвращаемся к Джо. У нее на сегодня очень много дел. График у нее, конечно, тяжелый, тем более были съемки фильма. И сразу после съемок в фильме ей сейчас предстоит поехать на съемки в рекламе. И мы надеемся все-таки, что она получит повышение наконец-то. О, да, это было бы тоже прекрасно. Итак, время сейчас начало 8-го. Джо находится у себя дома, и если ты помнишь, съемки в рекламе у нее начнутся ровно в 9. Мы все-таки улучшили навык актерского мастерства, улучшили навык обаяния. Надо сделать так, чтобы Джо стала уверенной и уже отправляться на съемки. Ну что ж, у нас есть все шансы, чтобы удачно прошли эти съемки, и, может быть, она действительно получит повышение, на что я очень надеюсь, потому что, ну, не подстать такой скромный домик, такой звезде, такого вот масштаба уже практически мегавселенского. Пора уже, конечно, получать все лавры. Конечно, особенно после всех этих, не знаю, кадров, где она в полотенце, где она с мистером В. Она прекрасно отыграла леди Агнесу, мне понравилось. Это, ну, я вообще люблю современный кинематограф за то, что они могут переосмыслить то, к чему мы так вот привыкли, уже прикипели. Это эпоха постмодернизма, и она прекрасна и ужасна одновременно. Ну, все-таки, мне кажется, на съемках происходит что-то сюрреалистическое, потому что настолько переврать всю эту историю заброшенного дома, но это надо постараться, конечно. Ну, это все так происходит, когда какие-то интересанты проекта внедряются в этот проект и начинают тоже гнуть какую-то свою линию. Мне кажется, это классика жанра. Но осталось совсем немного времени. Джо нужно почистить зубы, чтобы у нее все-таки стало уверенное состояние и уже отправляться на съемки. Знаешь, работало бы это так в жизни всегда, да? Почистил зубы и уверен на все 100. Вместе с Джо мы приехали на съемки, и Синтия Юнг тут как тут, естественно. Ну, а где ей еще быть, конечно. Посмотри, как она уверенно зашла в павильон. А там целая толпа. Кстати, что там у нас? Ну, это все персонал, актеры массовки. И Джо сейчас тоже отправляется уже в павильон. Ну, то есть это не наши конкуренты. Очень хорошо. Так что мы будем всего лишь с нашей заклятой подружкой Синтией. Ну, я смотрю, Синтия Юнг тоже не сбавляет темп. Не успели мы с ней от нее отделаться на тех съемках фильма другого, когда уже фильм-то все уже завершили. Она приехала еще и сюда. Знаешь, но это же не удивительно, что мы ее встречаем там, где мы работаем, ведь по стечению обстоятельств Синтия тоже в этой сфере работает, поэтому мы будем, думаю, часто видеться. Конечно, еще прям встала так рядом, да, вот обязательно нужно было именно здесь встать. Она, знаешь, просто перекрывает кадр, чтобы мы, когда вот сейчас смотрели, наши зрители смотрели, чтобы они не Джо видели, а Синтию. Да, она да. Вот так специально встала. Так, ну а у Джо есть ряд заданий, которые ей здесь нужно выполнить, чтобы получить все-таки золото за съемки в рекламе. Ей нужно поучиться входить в роль,
нужно приготовить прическу, макияж, посплетничать даже с кем-нибудь на съемочной площадке и, конечно, завершить выступление. Ну, кстати, посплетничать, я думаю, что это самый главный пункт. Можно что-нибудь сказать будет про Синтию, например. Так, ну вот, познакомимся с какой-то актрисой. Пэм. Какая-то Пэм, Пэм. да. И давай с ней быстренько посплетничаем. Посмотри-ка, здесь можно шептаться о знаменитости. Да давай-ка пошепчемся. Тут и Рита Пепперони даже есть среди знаменитостей. Ну, конечно, она же знаменитый критик. Она знаменитый критик, да. Ой, Мерлин Мэнсон тут есть. Джонни Депп. Николь Кидман. Давай пошепчемся о Синтии Юнг. Я не знаю, как похвалить персонажа на съемочной площадке, но вот Джо, например, может выуживать комплименты себе. Ну, это тоже, мне кажется, неплохой вариант. Давай Так и сделаем. будем себе собирать похвалы и комплименты. Итак, начинаются съемки. Ну что ж, мы теперь участвуем в «Пиратах Карибского моря», да, или что-то такое? Кстати, мы нажали повернуть рискованно штурвал. Да, потому что мы рискуем. Мы хотим показать характер Джо. А теперь мы должны сыграть сцену со шваброй. И рискованно протереть пол. Интересно, может быть, я чему-нибудь научусь новенькому? Но это, конечно, очень рискованно. Да, я бы так не смог. Джо все-таки получает золото и зарабатывает 750 симиллионов. Отлично. Класс, мне очень нравится, супер. Все, отправляемся скорее домой. Какие новости? Во-первых, Джо начинает путь к славе. Теперь она приметный новичок. Наконец-то ее начинают на улицах потихоньку узнавать. В целом это даже логично. Вот мы неделечку отыгрываем даже Джо, и вот к завершению съемок фильма. К завершению съемок фильма, да, уже она начинает становиться какой-то вот узнаваемой. Это хорошо. Также она получила повышение, и теперь она является рекламным представителем. Да, давай тогда сразу выберем ей новое прослушивание. На районе. Давай возьмем на районе. Здесь, в принципе, платят чуть побольше, чем на остальных прослушиваниях. Итак, прослушивание будет в субботу в 19 часов. Только единственное, конечно, в субботу мы заканчиваем неделю с Джо Пауэр, и мы в воскресенье уже двигаемся к другой семейке. Поэтому мы не сможем сходить на это прослушивание. Точнее, на съемку в рекламе. На прослушивание-то Джо сходит. Слушай, а возле зеркала-то вообще-то развивается навык обаяния, а не комедия. А комедия нам нужен микрофон. Да. Ну, значит, надо ехать в этот наш любимый центр, который мне нравится, вот этот стеклянный купол. Ну, поехали куда-нибудь. Может быть, в какой-нибудь другой, например, центр, в какой-нибудь коктейль-бар, например. Да, давай посмотрим, куда поехать. Мы решили немножко сменить место дислокации и вместе с Джо прибыли в коктейль-бар в городе Сьюдад-де-Намарада. И кого же мы видим? Здесь у нас вышло сообщение, что в коктейль-бар пришла редко появляющаяся на публике знаменитость. И вот она, знаменитость. Ну ладно, оставим Цунами развлекаться здесь в этом коктейль-баре, а пока Джо пойдет развивать свой навык комедии. И она будет это делать прямо на сцене. Ну правильно, Джо нужно тоже привыкать к сцене и выступать. В принципе, ей нужно достичь 3-го уровня. Тут не так много осталось, у нее уже 2-й. Ну да, учитывая, что у нее уже 2-й, значит, она совсем уж не опозорится. Вот, так что по чуть-чуть до 3-го дойдем и сможем успешно пройти кинопробы. Слушай, ну конечно плохо, что мы с ней не сможем попасть на съемки этой рекламы, потому что там, в принципе, средняя оплата за выступление, посмотри-ка, 875 симиллионов. А может быть, мы, когда перейдем к другой семейке на следующей неделе... Мы сможем наведаться к Джо? Да, когда у нее подойдет время съемок в этой рекламе, сможем хитрый план. Итак, Джо достигает 3-го уровня в навыке комедия, и ей срочно нужно найти зеркало. Она давно не смотрелась в зеркало. Ну, наконец-то она сразу стала счастливой, хоть увидела себя. Мне вообще нравится это. Она так давно не смотрела в зеркало. Ей срочно нужно это сделать. Ну что, пора отправляться домой? Да, в принципе. Ну и тем более время уже вечер. Да, в принципе, пора домой. Сегодня мы много чего успели сделать. И на съемках побывали, все сделали успешно. Вот, комедию смогли развить до 3-го уровня. Все, план на сегодняшний день выполнен. Поздно вечером в дверь Джо кто-то постучал. Открыв дверь, она увидела на пороге Анжелу, а позади стоял Томми Джексон в домашней одежде. Видимо, его тоже ошеломили поздним визитом. Что-то во взгляде Анжелы несколько смутило Джо и даже напугало. Анжела сказала, что не могла спокойно смотреть, во что все это время киностудия превращала фильм, который должна была снять именно она.
Всему есть предел, и ее терпение наконец лопнуло. Поэтому, если Джо не хочет испортить свое портфолио таким низкопробным ужастиком, ей срочно следует поехать с Анджелой и Томми. Они собираются на съемочную площадку, пока там никого нет. У Анджелы как раз есть ключи. Правда, от балконной двери на 2-м этаже, но ничего. Она все-таки намерена снять свой собственный фильм наперекор Plumbo Pictures, и ночь – самое подходящее время для этого. Конечно, Джо согласилась. Но перед тем, как приступить к ночным съемкам, Анджела посетила в Willow Creek кое-кого еще. В это время суток на съемочной площадке царила тишина, что было даже непривычно. Обычно тут стоял гул голосов, щелчки фотоаппаратов, отдающиеся эхом звуки оборудования, приходящего в движение. Это была самая настоящая авантюра. Джо чувствовал себя актрисой, играющей главную роль в каком-нибудь шпионском фильме. Вот она пробирается в злодейский особняк, хранящий темные тайны, чтобы раскопать чью-то подноготную. Кто знает, что ждет ее внутри. Студия озарилась светом, но, похоже, тут кто-то был помимо них. Что если авантюристов сейчас поймают с поличным, и тогда весь план Анджелы обернется крахом? Вивьен была уже здесь и дожидалась своих сообщников. Она сказала, что проникла на студию с помощью... Впрочем, неважно, она и не в такие места забиралась. И, кстати, в комнате стилиста актеров уже дожидаются их костюмы, а она поможет им с гримом, пока Анджела будет настраивать камеру. Вивьен поблагодарила Анджелу за приглашение на студию и любезно поделилась с ней материалом, который отсняла в старой сельвадорадской гробнице, когда вызволяла оттуда одного безумца, решившего отыскать древний артефакт. Эти кадры – настоящий редкий клад. Никто из ныне живущих не проникал до нее в гробницу змей, где расположена легендарная фреска, изображающая месканский мир. Так что они придадут фильму Анджелы еще большей достоверности и даже таинственности, что непременно привлечет зрителей. Ну что ж, актеры были готовы. Камера настроена, пора приступать к съемкам. Съемочный процесс завершился лишь к утру. Джо и Томми, уже изрядно уставшие, встречали рассвет на самой высшей точке Дель-Соль-Велли. Это была идея Томми – отправиться к холмам и полюбоваться захватывающим видом на город. Он сказал, что частенько приезжает сюда, когда хочет погрузиться в собственные мысли. Вообще-то Томми, к удивлению Джо Пауэр, оказался не таким плохим парнем, каким она восприняла его в начале знакомства. Тогда он ей показался этаким ловеласом, у которого на уме лишь флирт и тренировки. Но оказалось, что Томми много читал и любил музыку в стиле ретро. Он признался, что его агент намеренно создает ему на экране имидж Дон Жуана. Это привлекает аудиторию, но в жизни Томми довольно скромен. Это понравилось Джо. Она не ожидала, что когда-нибудь сможет вот так сидеть на холмах и общаться со знаменитым Томми Джексоном по душам. Все-таки сегодняшняя безумная авантюра их несколько сблизила и позволила узнать друг друга лучше. Хорошо, если их общение не ограничится лишь съемками в одном фильме. Джо нужен кто-то, с кем можно и посмеяться, и просто поговорить на разные темы. Но заранее загадывать не нужно. Ночь подходила к концу. Солнце поднималось из-за горизонта, озаряя город яркими лучами. Наступал новый день, который вскоре принесет свои заботы и события. И кажется, для Томми и Джо тоже начиналось что-то новое. Ох, ну и ночка. Выдалась, конечно, у Джо. А то новый проект какой-то. Еще интересно, правда, непонятно, какие последствия могут возникнуть от того, что они пробрались на студию, что-то там отсняли. Я так понимаю, что Анджела собирается это все публиковать вот прям уже вот совсем скоро. Но время уже первый час. Джо только проснулась, потому что она всю ночь была занята съемками. Ну, вообще, конечно, Анджела не выдержала, но понятное дело. Поэтому Анджела вот таким образом решила снять свой собственный фильм, просто наперекор Plumbo Pictures. Ну а чего Анджела-то хотела, я не понимаю. Мне кажется, Plumbo Pictures сделал все, чтобы этот фильм сделать насыщенным, привлекательным, современным. Я бы на такой фильм с удовольствием пошел. Ну да, Анджела все-таки сняла свой собственный фильм, мы обязательно посмотрим, что у нее получилось чуть-чуть попозже. А пока Джо нужно заняться здесь некоторыми делами, потому что времени она тоже потратила уже много. Да, вот уже, например, завелись мои любимые пыльные штучки.
Да, клубки пыли. Но вообще, конечно, неизвестно, чем это для них всех обернется, вот эти съемки нового фильма. Потому что все-таки Plumbo Pictures тоже вложилась в съемки своего фильма. Они меняли каким-то образом сценарий, еще предоставили всю съемочную площадку. Тут отгадать сложно, как на самом деле, что получится. Может быть, Анжела сейчас такого наворотит, такое намонтирует, что там у всех волосы дыбом станут, и еще Джо пожалеет, что, знаешь, отправилась на эти съемки. Хотя так интереснее. Получается, сразу у нас подготовлено Два версии. фильма, Два фильма. Две версии. Одна альтернативная, другая чуть ближе приближенная к реальности. А еще знаешь, что мы главное-то не отметили? Мы сказали, да, вот эта ночка, вот это вот с Томми Джексоном она пообщалась, еще там что-то. Главное событие. Это Вивьен Диор? Естественно, появление Вивьен. Но Вивьен, кстати, молодец, да, она поделилась еще своими кадрами, которые она сняла в Сильвадорадской гробнице, когда она туда проникла. Это действительно интересно должно быть и для зрителей в том числе, потому что это реальная документальная съемка из гробницы. Надеюсь, там будут кадры, где Вивьен когда раскидала по сторонам вот этих вот вампиров или кто там обитал, да. Где она там, знаешь, с этими без сознания телами фоткалась, где она их там в щечку целовала. Помнишь, я надеюсь, вот эти кадры она ими поделилась. И на улице пошел первый снег. Ну, конечно, осень, потому что на дворе. А Джо отправляется на прослушивание. Ну что ж, вот у нас и подошла неделя Джо Пауэр к концу, и я считаю, что она очень хорошо вписалась в Виллоу Крик. Да, Виллоу Крик у нас разнообразный, и новый житель с новой своей жизненной историей и каким-то ярким характером, просто супер, да. И неделя была насыщена событиями, и чего только стоят съемки в фильме по другому нашему проекту по заброшенному дому. Да, и сколько всего произошло на съемках, и борьба с Синтией Юнг, и провалы, и проникновение на съемочную площадку поздно ночью, и дружба с другим актером из фильма Томми Джексоном, и появление Вивьен. Да. Так что и много событий. Режиссер этого фильма, Анжела, она все-таки решила пойти против Plumbo Pictures и сняла свой собственный фильм. Ну, знаешь, с одной стороны, конечно, Анжела поступила немного некорректно. Она воспользовалась и площадкой, и которую вот предоставила киностудия, и бюджетом, вот, который вот, собственно, был вложен на вот это вот все. Ну, а с другой стороны, сколько можно было бы вот это вот терпеть, да? Я хоть и сторонник все-таки версии Plumbo Pictures, Анжелу понимаю. Вот поэтому Анжела и взбунтовалась. Ну а сейчас мы наконец посмотрим фильм, который она сняла. А вообще, чтобы иметь представление, какие фильмы она снимала до этого и чем занималась в принципе, рекомендуем вам посмотреть серию «Начало апокалипсиса» из плейлиста «Заброшенный дом». Да, там в самом конце серии мы рассказали о том, что Анжела ездила по миру в поисках мест с паранормальной активностью и снимала документалки. И показывала своим зрителям, что потустороннее действительно существует, и кадры там прям пугающие. Да, мне очень нравится. Именно так ей попался старый заброшенный дом, в котором жил главный герой нашего проекта по заброшенному дому Винс, и Анжела догадывалась, что книга, которую он написал, и по которой она решила снять фильм, основана все-таки на реальных событиях. Собственно, поэтому она и захотела создать свое кино. Ну и, собственно, как догадывалась? Где-то на подкорке, где-то там вот в глубине сердца она понимала, что она была участником этих событий тоже, поэтому ее и притянул к этому проекту. Там сюжет, конечно, слишком закручен, не будем сейчас вдаваться в эти подробности. Ну, и нельзя не вдаваться хотя бы поверхностно, поэтому рекомендуем посмотреть, если не смотрели, а если смотрели, всегда можно вспомнить, тоже классно. Ну что ж, приступаем к просмотру. Да, только мы заранее хотим вас предупредить, что в фильме будут довольно-таки страшные кадры, собственно говоря, как и в самом проекте по заброшенному дому. Поэтому, если вы не любите ужасы, смотрите осторожно и аккуратно, на свой страх и риск. С чего бы начать? Для начала спрошу вас, почему глупцы совершают одни и те же ошибки? Ответ прост. Потому что они глупцы. Вот и я был глупцом в свое время, но прошел трудный путь, прежде чем это осознать. Меня зовут... Впрочем, это не важно. Зовите меня просто мистер В. И я хочу рассказать вам о жутких событиях, случившихся со мной в доме, который я удачно купил за бесценок. Вот этот дом. Эта история не будет линейной. Она слишком сложна и сбивчива. Я буду перескакивать из одного времени в другое и иногда возвращаться назад. Это история древнего проклятого дома, в котором произошло нечто страшное.
Я хотел бросить себе вызов и своими руками привести в порядок старый дом. Ну и, конечно, заснять весь процесс на камеру. Такие видео набирают огромное количество просмотров и даже приносят доход. Поэтому я решил, почему бы и нет. Я узнал о доме из объявления в газете. В нем говорилось, цитирую, что этот монументальный памятник архитектуры подлежит сносу, если не появится покупатель. В 19 веке здесь якобы располагался пансион воспитанниц леди Агнесы. Кто такая Агнеса, я не знал, для меня это не имело значения. А зря. Лишь потом я понял, что перед покупкой надо было раскопать историю дома поглубже. Может быть, тогда я бы узнал, что все воспитанницы пансиона бесследно исчезли. В агентстве недвижимости мне сказали, что этот дом настоящая находка. Сегодня удача на вашей стороне. Есть одно старинное поместье, которое вот-вот будет снесено. Именно из-за этого его цена значительно упала на рынке. Я сразу же сюда переехал и начал обустраиваться, снимая весь процесс на камеру. Вот, смотрите, здесь до сих пор сохранились старые вещи. Тут, наверное, был класс для занятий. Вот учительский стол. А это спальня, где ночевали ученицы пансиона. Такое странное чувство быть в окружении вещей из другой эпохи. Признаюсь честно, я был воодушевлен. А закат, открывшийся из окон в первый вечер, был настолько красив, что захватывал дух. Солнце окрасило небо в яркие цвета, которые под определенным углом были похожи на кровь. Кровавый закат, но красивый, да. Я нисколько не жалел, что купил этот дом, но скоро все изменилось. Сейчас поздняя ночь, и я что-то слышал сверху. Какой-то шум, словно там кто-то ходит. Что это такое? Вот опять слышите? Мне бы не хотелось идти на чердак ночью, как во всех этих чертовых фильмах ужасов. Я просто выйду в коридор посмотреть. Камера что-то барахлит. Никого нет. Наверное, показалось. Слышите? Черт, черт, черт! Надеюсь, что это записалось. До самого утра я не сомкнул глаз, а днем был полностью разбит. На следующую ночь это повторилось. Я чувствовал чье-то незримое присутствие, ощущал чье-то холодное дыхание. Утром, когда рассвело, я поднялся на чердак. Как тут много хлама. Я занялся работой, и все пугающие мысли отошли на задний план. Сейчас при свете дня в доме не было страшно, и я уж было подумал, то, что я услышал ночью, мне просто показалось. Но потом я увидел на полу какие-то ритуальные знаки, и эту странную комнату с одним единственным стулом. Она выглядела как темница, а следующая дверь вела в более ужасающее помещение. Боже, что же здесь происходило? Разбирая старые вещи на чердаке, я вдруг наткнулся на дневник ученицы пансиона, который пролил свет на прошлое. Читая его, я погружался в жуткие, даже ужасающие события, что произошли именно здесь, в этом доме. В конце 19 века этот дом был пансионом, в котором некая леди Агнеса обучала будущих гувернанток. Она была строга и за малейшую провинность отправляла своих воспитанниц в комнату наказания, что находилась на чердаке. Возвращаясь оттуда, они уже не были прежними. Агнеса забирала их силы, утоляя свой ненасытный голод и принося их жизнь в дар темным силам. Я не мог поверить написанному, как бы ни пытался. Разве такое возможно? Мне стало так страшно, но я решил не сдаваться. Вечером я установил камеру на чердаке и спустился вниз, в спальню. Дверь я запер и даже подпер шкафом. А утром, когда увидел то, что засняла камера, чуть не лишился дара речи. Это была она? Та самая леди Агнеса? Я никогда не верил в потустороннее.
Но эти кадры повергли меня в шок. Да, в беспроглядной темноте чердака обитало древнее зло. Мое появление в доме, похоже, его разбудило. Теперь чудовище пыталось добраться до меня. С каждым днем я терял силы, с каждым выдохом из меня словно уходила жизнь. И я не мог больше тут оставаться и сбежал. Ноги сами привели меня в архивное хранилище, где я читал старые заметки, отыскивая свидетельства событий тех стародавних времен. Все глубже и глубже я погружался в историю, и вдруг, собрав все воедино, передо мной открылась вся картина. История этого дома началась задолго до его строительства. В средние века Агнеса жила в небольшой деревушке у реки. Как-то раз ее супруг отправился на охоту и подвергся нападению дикого зверя. Живым он не вернулся, но Агнеса выдержала этот удар судьбы. Спустя время из жизни ушла ее единственная дочь, и смириться с такой потерей Агнеса уже не смогла. Она попала в место, именованное как Черное святилище. Здесь она вступила в союз с темными силами, которые завладели ее душой, а взамен возвратили дочь с того света. Черный культ был обнаружен Инквизицией, а его участники преданы священному огню. Но темные силы воскресили Агнесу. Правда, теперь она не была уже человеком. Она стала монстром, которому постоянно требовалась кровь. На месте Черного святилища новый супруг Агнесы возвел большой особняк, в котором она стала проводить спиритические сеансы, взывая к преисподней. Супруг внезапно исчез. Агнеса открыла в доме пансион для сирот, чтобы поддерживать свою неправильную жизнь за счет невинных душ. Перед моими глазами, которые уже ничего, казалось, не видели, возникали все новые и новые статьи о культах и демонах и изгнании злых духов. Из них я почерпнул, что изгнать темные силы из дома поможет какой-то старинный артефакт, созданный народом эмисканцев. Вот только искать его следовало в древнейших гробницах Сильвадорадо. Туда я и отправился. Я узнал, что артефакт может находиться в старинной гробнице, в которой эмисканцы заточили вампиров, лишив их силы с помощью своих священных реликвий. Фреска в нижнем зале изображала эмисканский мир, таким, каков он есть и будет. Сверху небо, на котором взошло яркое полуденное солнце. На втором уровне обозначена жизнь на земле, полной цветущих садов. Третий уровень олицетворяет пространство под землей, где покоятся усопшие эмисканцы. Эта фреска – напоминание для заключенного в гробнице демонического народа о том, что их тела никогда не будут преданы земле и обречены вечно гнить в темнице. В то время как солнце ежедневно восходит на небосклоне, а жизнь на земле продолжает цвести. Вот она. Вот та самая реликвия. Что это за звуки? Что же делать? Но вдруг темноту прорезал луч света. Неизвестно откуда взявшаяся женщина, как разъяренная львица, вступила в схватку, и вместе мы одолели чудовище. Вот так я и обзавелся бесстрашной спутницей в своих приключениях. С помощью этого артефакта вместе мы провели ритуал изгнания злых духов в доме и освободили леди Агнесу от проклятия, навсегда привязавшего ее к этому месту. Темные врата в преисподнюю, наконец, закрылись. Но так ли это? Иногда я чувствую, что призраки возвращаются. Или, может быть, я сам стал призраком и блуждаю в темных закоулках потустороннего мира, не в силах найти путь назад. Порой у меня возникает ощущение, что леди Агнеса не исчезла. Она лишь ждет момента, чтобы напасть вновь. Пусть эта история послужит уроком. То, что кажется удачей, вполне может оказаться змеей в мешке, а необдуманные поступки никогда не принесут спокойного сна. У Анджелы не было возможности выпустить свой фильм на большие экраны, поэтому, не дожидаясь одобрения Plumbob Pictures, она опубликовала его в интернете. Кинокомпания была в ужасе. Как такое могло произойти? Креативный директор пришел в ярость. Руководство Plumbob Pictures уж было собралось спустить с цепи всех своих юристов, как вдруг фильм Анджелы набрал огромную популярность в сети.
Кино разлетелось по всем площадкам и неожиданно получило лишь положительные отзывы. Это лучший фильм ужасов за последнее время. Вау, это что-то жуткое, от чего невозможно оторвать взгляд. Спасибо режиссеру, теперь я не смогу спать. Это что, все было реально? Эта съемка такая пугающая. Непривычная амплуа для этих актеров. Привык их видеть в других фильмах. Мне кажется, получилось отлично. Обожаю хоррор. Сажусь писать фанфик про Агнесу. Синтия Юнг даже дала интервью на красной дорожке и сказала, что была рада принять участие в съемках этого фильма. Она всегда поддерживает начинающих режиссеров. И неизвестных актеров тоже, даже не особо талантливых, таких как Джо Пауэр, например. Но у режиссера этого фильма были ограничены ресурсы, поэтому она сделала все, что могла, чтобы кино получилось замечательным. К сожалению, фильм «Анджелы» не вышел в прокат, но она все равно была довольна. Тем, что история не отошла от оригинала, и тем, что ее поддержали актеры. А главное, тем, что она не изменила себе и создала тот фильм, который хотела. Ну что ж, дорогие друзья, вот и подошла эта история со съемками фильма к своему логическому завершению, наконец-то. В отличие от версии Plumbo Pictures, фильм «Анджелы» получился, достаточно пугающим. Ну да, потому что все-таки наш проект «Заброшенный дом» и в «Построй свой город» внес частичку жути, пусть даже и на экранах. Да, это фильм ужасов, но если уж Джо Пауэр решила стать актрисой, то в будущем ей предстоит играть в различных жанрах, и гнушаться их не стоит. Так что добавить в свою копилку хоррор тоже неплохо. А вообще я жду не дождусь увидеть с ней какую-нибудь мыльную оперу. А вот это я тоже жду. В мексиканском таком стиле, да? Да, было бы... Да, кстати, было бы неплохо. Ну, еще мы бы хотели сказать вот что. «Построй свой город» — это все-таки челлендж, и у которого есть свои правила. Например, запрещено пользоваться какими-то кодами на семиллионы. Но Джо Пауэр снялась в фильме, который стал популярным, и она все-таки потратила много своего времени на съемки, даже ночью она выезжала на съемки, снималась до самого утра, и нервы свои потратила, особенно когда постоянно приходилось сражаться с Синтией на съемочной площадке. Нервы, так это уж в первую очередь. И вообще иногда съемки были и до поздней ночи, и до самого утра, график был очень тяжелым, постоянно еще реклама какая-то, и, в общем, график безумный, поэтому мы так посовещались и считаем, что Джо все-таки заслужила небольшой презент-гонорар. Ну да, и это не сказать, чтобы было нечестно, потому что она реально ездила на съемки, снималась в этом фильме. Анджела пошла, конечно, против киностудии, выложила этот фильм в сети, и вряд ли актеры за участие в нем получат хорошие суммы. Но Джо Пауэр будет и тому рада. Мы считаем, что 1080 миллионов для нее подойдет. Да, вот так. Да, пусть будет так. Ну что ж, мы надеемся, вам понравилось наблюдать за Джо Пауэр и ее приключениями на съемочной площадке. И когда мы снова к ней вернемся, мы обязательно придумаем для нее что-нибудь интересное. Тем более ее карьера актрисы только-только начинается. Да, ну а за то, что Джо получила гонорар в 8000 миллионов, просим не отменять Джо. Да. Потому что у нее еще вся карьера впереди. Ну, а на этом мы будем прощаться с вами, но ненадолго. Потому что наступает новая неделя, и по правилам челленджа нам нужно отправляться к другой семейке в Виллоу Крик. Мы решили посетить Цунами Мураками и посмотреть, как там складывается ее карьера. Тем более делу Цунами тоже не впроворот. Ей нужно и парк достраивать, и продолжить строительство ратуши, и двигаться по своей карьерной лестнице, налаживать отношения с другими городами, издавать указы, и дом свой построить. И новые указы про налоги тоже, это мы не забываем. А может быть даже и друга сердца найти. Посмотрим. Посмотрим, все может быть, да. А еще напоминаем, что у нас есть телеграм-канал, где мы частенько делимся новостями по выходу видео и дальнейшими планами, просто общаемся, и бывают какие-то вне тематические публикации, там интересно. И еще страничка на Бусти есть тоже, где мы дублируем все видео и иногда делимся материалами по игре, постройками или персонажами. Так что приглашаем вас к нам. До скорых видео, друзья. Всем пока!